И вот наступило утро 28 января 1959 и дятловцы наконец-то выходят на маршрут. Поселок Второй Северный, последняя точка цивилизации, остался позади, и он оказался не таким уже заброшенным. Кто-то там тоже ночевал в избушке без окон и дверей. Внучка Ремпеля потом пояснила, что поселок Второй Северный в то время был жилой, но жителей там было очень мало, и много домов пустовало. Но даже и эти редкие следы жизни уже остались в прошлом. А впереди 350 километров тишины, холода и пустоты. Начинается сам поход на лыжах и с рюкзаками, где каждый шаг и каждая мелочь решают больше, чем это кажется. Канал Ірини Коновець-Поплавської. Люда пишет. Вышли в 11:45. Идем вверх по реке Лозьва. Каждый торит тропу по 10 минут. Глубина снега в этом году значительно меньше, чем в прошлом. Часто приходится останавливаться и соскабливать мокрый снег с лыжи, ибо встречаются еще такие незамерзшие места. Юрка Кри идет сзади и делает кроки маршрута. Берега реки в районе Второго Северного скалистые, особенно правый берег. Затем скалы, сложенные из известняка, попадаются только местами. И в конце концов берега становятся пологими, сплошь покрытыми лесом. Конец цитаты. Вот прошли первые 30 минут, и Зина отмечает, что рюкзак ничего, тяжеленький, но идти можно. Первый день ведь всегда трудно. Исследователи предполагают, что дятловцы после того, как прошли часа 2 от Второго Северного, на первом же привале устроили веселую фотосессию. Ребята не просто снимались, а играли в кино. Смех, сценки, режиссерские постановки. Для них агитационная поездка все еще продолжается. Нет никакого знака, что уже начался серьезный, сложный спортивный поход. Тибо и Золотарев меняются шапками. Видно, что они подружились, и Золотарев легко вписался в этот стиль студенческого театра. Пошутили, сфоткались, снова посмеялись. Как будто хотели оставить историю о себе, а не просто пройти маршрут. Еще одно подтверждение, что Золотарев вместо того, чтобы вносить серьезность в молодежный коллектив, совсем наоборот, из кожи лез, чтобы ему соответствовать. Типа, да я еще ого-го, всем вам фору дам по части веселья. Вот такие светлые, радостные фотографии. Дятловцы как будто не хотят расставаться с внешним зрителем. За отсутствием таковых они теперь позируют для тех, кто будет потом рассматривать эти фотографии в семейном альбоме или даже в турклубе. И это добавляет драматизма. Последние дни жизни этих ребят выглядят каким-то зловещим своей радости спектаклем на фоне чарующей красоты этого сурового края. На втором привале Зина опять жалуется на непомерный груз за спиной. Идти вчера было без рюкзаков гораздо легче. Снег, 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 снег по берегам замерз, метет. Следующая ее запись. Обед был часа в 4. После обеда сделали всего один переход и на привал встали. Я зашивала палатку, улеглись спать. Игорь весь вечер хамил, я просто не узнавала его. Пришлось спать на дровах у печки. Конец цитаты. Упс, оказывается, палатку до сих пор не отремонтировали. Ее рваную так и тащили со Свердловска. И только перед тем, как ставить, кинулись зашивать. А что Дятлов? Помните, Люда не узнавала его, когда тот танцевал под Джеки Джона в 41-м квартале. Теперь Зина его не узнает, когда он ей не просто грубое словечко кинул и забыл, а весь вечер ей хамил. Очевидно, что Дятлов находился в те дни в состоянии эмоциональных качелей. Видимо, пытается включать авторитарного руководителя, ведь уже все, шуточки позади, уже на маршруте, а не получается. И легче всего оторваться на Зине, которая была под рукой все эти 4 года. Но даже Зина в шоке от его поведения. Такого неуважительного отношения по отношению к себе с его стороны она видит впервые. И это только вышли на маршрут. А что дальше будет? Люда описывает, как проходил тот вечер.
Встаем на привал в 5:30 на берегу Лозьвы. Сегодня первая наша ночь в палатке. Ребята возятся с печкой, пришивают полог из простыни. Кое-что сделав и кое-что не сделав, садимся ужинать. После ужина долго сидим у костра, поем задушевные песни. Зина пытается даже учиться на мандолине под руководством главного нашего музыканта Рустика. Затем снова и снова возобновляется дискуссия, причем все наши дискуссии, которые были за то время, преимущественно про любовь. Кому-то приходит в голову мысль стенографировать все наши высказывания или завести на этот счет особую тетрадь. Наговорившись, вдвоем вползаем в палатку. Подвешенная печка пышет жаром и разделяет палатку на 2 отсека. В дальнем отсеке располагаемся мы с Зиной. Никому не хочется спать у печки, и решили положить туда Юрку Кри. С другой стороны располагается дежурный Саша Колеватов. Юрка, пролежав минуты 2, не выдерживает и перебирается во 2-й отсек, при этом страшно проклиная и обвиняя нас в предательстве. После этого еще долго не могли заснуть, о чем-то спорили, но наконец все стихло. Конец цитаты. То есть по инерции группа ведет себя так, как будто они вышли в поход выходного дня. Первый вечер на маршруте, все еще полны сил, все в прекрасном настроении, и жизнь кажется беззаботной. Ребята обустраивают палатку и продолжают шутить, петь, обсуждать вопросы любви. Типичная студенческая романтика с оттенком домашнего уюта среди дикой тайги. Исследователи подсчитали, что дятловцы за время от 28 до 31 января прошли 44 километра, то есть в среднем 11 километров в день. Это очень мало. Если разделить 350 километров на 16 дней, как планировалось, то получается, что в день им нужно было проходить не менее 22 километров. 29 января. Зина. Идем сначала по Лозьве, потом на Ауспию свернули. Места красивые. Вдоль Ауспии проехали Манси. Виден след зарубки, видна тропа. На тропах часто знаки встречаются. Интересно, о чем они пишут? Сейчас Мансийская тропка сворачивает на юг. Коля Тибо. День 2, когда мы идем на лыжах. Шли от ночевки на Лозьве к ночевке на реку Ауспия. Шли по тропе Манси. Погода хорошая, 13 градусов Цельсия. Ветер слабый. Часто на Лозьве встречаем наледи. Все. Конец цитаты. Масленников, когда давал показания, то сказал, что дятловцы 29 января прошли по Ауспии примерно 3 километра и встали на ночевку. А исследователь под ником Дед Масай в беседе с Пискаревой заподозрил, что группа в этот день заблудилась. И об этом свидетельствует вот это фото. Получается, что утром 29-го они вышли поздно, потом сбились с пути и в итоге по Ауспии прошли совсем немного. В целом же могли в этот день пройти до 10 километров и более. Хотя я, например, и не совсем понимаю, как можно сбиться с пути, если идешь по реке. Может, хотели как-то сократить путь и пошли по какой-то Мансийской тропке и зашли в тупик? Или, как предполагает Дед Масай, пропустить устье Ауспия. И вот мы видим на фото Дятлова, который напряженно всматривается в свою карту, а в это время уставшие Золотарев и Дорошенко ждут решения растерянного командира. У Золотарева вид: «А я же говорил, надо здесь сворачивать». Или «А я же говорил, не надо было идти по той тропке». Как бы там ни было, а это первая встреча дятловцев с реальностью. Если до этого момента они жили внутри своего собственного кино, с фотоаппаратом, шутками, театральными позами, то 29 января им впервые урок преподал не советский милиционер, а уже и сама матушка природа начала играть в прятки. Началась стадия дезориентации. Дятловцы все еще настроены на романтику похода, на выполнение плана, на фотоотчеты для спортивного клуба, но суровая действительность плохо вписывалась в этот сценарий. Отсюда у них возникает замешательство, чувство, будто они попали не в свое кино.
3 километра в день – это не просто ошибка ориентировки, это классический случай, когда человек попадает в состояние частичного гипноза природой. Визуальное однообразие, снежный туман, шум ветра, монотонное шествие – все это вводит мозг в ритм, похожий на трансовый. Человек перестает анализировать и просто бредет, надеясь куда-то выйти. Дятлову такая ситуация, конечно, неприятна. Он, считавшийся энергичным руководителем, с репутацией человека, который 50 километров водил, как Моисей, туристов без карты и вывел в земли обетованные, и вот сидит беспомощный, всматриваясь в карту. Из всего этого делаем вывод, что 29 января – это тот самый знаковый день, когда группа Дятлова впервые потеряла контроль и над маршрутом, и над собой. Это был такой момент пробуждения от туристического сна, когда вместо героев похода они вдруг стали просто маленькими человечками среди бескрайнего северного леса и коварно петляющей Ауспии. – 30 января, третий день пути. Зина. Идем по Ауспии Айсерм. Мансийская тропка кончилась. Лес хвойный. С утра солнышко было, а сейчас Айсерм. Весь день шли вдоль Ауспии. На Мансийской тропке стали на ночлег. Колю сегодня не заставили дежурить, и дежурили мы с Рустиком. Сожгли варежки и фуфайку Юркину. Он ругается все время. Сегодня, наверное, будем строить лабаз. Конец цитаты. Спалили фуфайку Кривонищенко, и вот фото неунывающего Слободина в этой горелой фуфайке. Так гордо Рустик позирует, типа, это очередное наше приключение, посмеемся потом, и будет что вспомнить, как мы чудили. Дневник неизвестного. С утра 17 градусов, похолодало. Дежурные, повторно Колеватов и Тибо, за вчерашний медленный сбор долго разводили костер. С вечера постановили за 8 минут с момента подъема вставать и освобождать палатку. Поэтому все давно проснулись и ждут эту команду. Но бесполезно. Около 9:30 утра начался пассивный подъем. Коля Тибо что-то острит с утра. Собираться никому не охота, а погода, противоположность остальным теплым дням, сегодня солнечный холодный день, солнце так и играет. Идем, как и вчера, по Мансийской тропе. Иногда появляются на деревьях вырубки, мансийская письменность. Вообще очень много всяких непонятных таинственных знаков. Возникает идея нашего похода в стране таинственных знаков. Знать бы эту грамоту можно было бы безо всяких сомнений идти по тропе, не сомневаясь, что она уведет нас не туда, куда нужно. Вот тропа выходит на берег, теряем след. В дальнейшем тропа идет левым берегом Ауспии, но упряжка оленей прошла по реке, а мы ломимся по лесу. При удобном случае сворачиваем на реку. По ней идти легче. Около 2 часов останавливаемся на обед, привал. Корейка, горсть сухарей, сахар, чеснок, кофе, запасенное еще утром. Вот наш обед. Настроение хорошее. Еще 2 перехода, 5 часов, время остановки на ночлег. Долго искали место, вернулись метров на 200 назад. Место прелестно, сухостой, высокие ели, словом, все необходимое для хорошего ночлега. Конец цитаты. Вот эта фраза «можно было бы безо всяких сомнений идти по тропе, не сомневаясь, что она уведет нас не туда, куда нужно», это как раз подтверждение версии, что один раз Мансийская тропа уже их завела не туда, куда нужно, потому что устье Ауспии сложно было бы пропустить. И мы видим опять очень сосредоточенного Дятлова. Дед Масай считает, что это примерно около 12 часов дня 30 января. Тут у них привал, и Дятлов выглядит не так, как должен выглядеть человек, воодушевленный походом и своим предводительством. Немного он потерян. Все не так, как он представлял. Тибо, Кривонищенко и Золотарев как-то все вместе спелись и никак не могут перенастроиться на серьезный лад. И Дятлов не может справиться с этими развеселыми участниками.
Дневник неизвестного. Люда быстро отработалась, села у костра. Коля Тибо переоделся, начал писать дневник. Закон таков: пока не кончится вся работа, к костру не подходить. И вот они долго спорили, кому зашивать палатку. Наконец Тибо не выдержал, взял иголку. Люда так и осталась сидеть. А мы шили дыры, а их было так много, что работы хватало на всех, за исключением 2 дежурных и Люды. Ребята страшно возмущены. Сегодня день рождения Саши Колеватова. Поздравляем, дарим мандарин, который он тут же делит на 8 частей. Люда ушла в палатку и больше не выходила до конца ужина. В общем, еще один день нашего похода прошел благополучно. Конец цитаты. Вообще-то 29 января был день рождения Дорошенко, а у Колеватова 16 ноября. Возможно, он придумал свои именины, чтобы всех как-то замирить. И при этом разделил подаренный ему мандарин на 8 частей. Всем, кроме себя, вероятно, 1 дольку отнес Люде в палатку. Как-то мне не верится, что он ее обделил. Оставим на этом месте группу Дятлова. Завтра у них сложный день, а поговорим о том, что их сопровождало. Во-первых, все удивляются, что ребята так и не встретили, собственно, Манси на своем пути. А где бы они их встретили? Они еще и не дошли до них. А если и встречали, то не вступали в такой контакт, чтобы это отметить в дневниках. Дело в том, что для Дятлова, Зины и Николая Тибо встречи с Манси уже не казались экзотикой. Дятлов, когда был руководителем группы в 1957-м, то они с Манси встречались. Это был поход 2 категории, участники 5 девушек и 5 парней. Шунин опубликовал такую статью «Зимний поход группы Дятлова 1957 года». И после вступления там идет раздел под заглавием «Из отчета Дятлова по хребтам Уральским». Поход 2 категории, зима 1957. Получается, что этот отчет по хребтам Уральским писал сам Дятлов. И вот что он пишет. 16 февраля 1957. Радостное чувство встречи с Манси исчезло при виде их убогого жилища. В маленькой лесной избушке живет человек 8. Духота, полумрак, дым, 2 больных. Зина с Лидой принялись лечить, ставят горчичники, моют марганцовкой язвы, смазывают пенициллиновой мазью. Оставив половину наших лечебных запасов, двигаемся дальше. Интересно, что в разделе «Советы путешественникам» Дятлов черным по белому вписал такую вот рекомендацию. В серьезные походы по нехоженным, неизведанным местам женщин и детей лучше не брать в целях их безопасности. И, как видим, сам же свою рекомендацию и нарушил. И второй момент, на который мы обратим внимание, это пресловутая фляга со спиртом, которую группа с собой тащила неофициально. Для особо любопытных пояснялось, что спирт предназначался для вполне прозаических целей, антисептик и согревающий препарат. И туристы не собирались его пить кружками, а разве что, если кто-то бы сильно замерз. Послушаем Юдина. А спирт в походе нужен был обязательно. И я переживал, потому что я был врач в группе, и я переживал, что группа ушла в поход без спирта. Но никакими инструкциями тогда это не было предусмотрено, но спирт нужен. Я тогда не мог его достать. Вот я теперь, анализируя ситуацию, предполагаю, что его принес Юра Кривонищенко, потому что у них в закрытом городе Челябинск-40, у них этот спирт продавался свободно. Игорь меня об этом не поставил в известность. И потом, когда я раздавал опознанные мною вещи, я раздавал родственникам, то родственники Юры Кривонищенко фляжку опознали. Поэтому вопрос закрыт. Конец цитаты. Цитируем прокурора Тимпалова. 28 февраля 1959 мною в присутствии понятых была осмотрена палатка туристов. В правом углу около входа лежала часть продуктов. Банки сгущенного молока, 100 грамм нарезанного сала, сухари, сахар, фляжка пустая из-под спирта или водки. Запах ощущался.
У меня сложилось впечатление, что студенты выпили водку и закусывали. Конец цитаты. Как потом оказалось, спирт из фляжки выжрали поисковики Шаравин со Слабцовым, которые первыми зашли в палатку, а потом подбросили пустую фляжку назад, когда поняли, что натворили. Пискарева спрашивала Шаравина: «Фляжка со спиртом, которую вы принесли из палатки, была полной?» Тот ответил: «Солдатская фляга со спиртом была почти полной. Флягу мы распили всем составом группы вечером за ужином». Это была, видимо, вот такая алюминиевая фляга послевоенного производства емкостью 0,75 литров. Выпускал ее завод «Красный Выборжец». Но, возможно, это была и фляжка, которую рассматривают на фотографии туристы, сидящие рядом с Зиной. И она вмещала уже 0,9 литра. Во всяком случае, масса ненужных дискуссий крутилась по поводу этого спирта. Одни, как Кунцевич, говорили, что эту фляжку подкинули какие-то инсценировщики. Он обратил внимание, что ни в один из предыдущих походов члены экспедиции не брали армейские фляжки, предпочитая использовать для спирта плоские резиновые грелки, которые удобно нести. А на самом деле Кривонищенко просто имел дома эту армейскую фляжку, куда без задней мысли налил спирт. Если солдаты ее носят, то и туристам подойдет. Так как все-таки использовали этот спирт туристы? Потому что для ранок всяких у них был йод в аптечке. Причем если пить спирт разведенным, то это уже 1,5 литра алкоголя, что дало повод для версии, что дятловцы 1 февраля понапивались и поубивали друг друга. Тут я заступлюсь за советских туристов. Понятно, что ходили они в походы совсем не для того, чтобы бухать на каждом привале. Но нам важно, что Кунцевич признал, что это была обычная практика брать спирт в походы неофициально в грелках. Юдин так прямо распереживался, думая, что группа ушла в поход без спирта. А зачем советские туристы брали спирт в поход, в частности по Северному Уралу, нам расскажет шумковец Владимиров. Он нам много уже чего подсветил, а сейчас откровенно объяснит и этот момент. Шумковцам однажды пришлось обедать в юрте Анямова. Итак, мы в юрте. Правая половина мужская. Низкие нары застелены оленями шкурами. Наши девушки, вот ведь как их испортило равноправие, прямиком было направились на нары в передний правый угол. Хозяин твердой рукой остановил их и указал на левую женскую половину около дверей. Обиженно поджав губки, они уселись на низенькую скамеечку. А мы, мужчины, развалились на теплых шкурах и пожирали куски жирной оленины. А девушки ждали, когда им что-то отколется от хозяйки. Между тем в мужском углу появилась заветная фляжка с огненной водой. Пили экономно, пробочкой от фляжки. Хозяин после каждой пробки спрашивал: «Йомас?» Надо было отвечать: «Сака йомас», что означало «очень хорошо». Конец цитаты. Если вы подумали, что это манси угощали шумковцев своим спиртом, тогда слушайте Владимирова дальше. От Лям-Пауля до Суеват-Пауля Анямов великодушно погрузил девушек и рюкзаки на 2 упряжки оленей, а мужики, какое блаженство без рюкзаков, бежали вслед за нартами. В Суеват-Пауле брат Петра пригласил ночевать в свою юрту, но тут возник бунт на корабле. Девы наотрез отказались идти в юрту. Такого унижения мы не потерпим больше, а мы посмеиваемся. В юрте Йомас и Сака Йомас, но в душе мы сочувствовали им, тем более, что на Йомас у нас осталось мало спирта. Конец цитаты. Так что таскали с собой спирт советские туристы для того, чтобы вдруг случится им ночевать или пообедать в юрте Манси, так не с пустыми же руками. Но дятловеды этот момент не афишируют, потому что тогда надо признать, что советские туристы принимали участие в спаивании мансийского народа. А как известно, народы Севера принадлежат к монголоидной расе, и у них в организме чрезвычайно низкий уровень фермента алкоголь-дегидрогеназы, который расщепляет алкоголь и не позволяет эритроцитам склеиваться друг с другом под действием этанола. Поэтому манси не просто быстро привыкают к спиртному, а алкоголь для них настоящий яд.
Буквально после первого же стакана или бокала они рискуют сделаться горькими пьяницами. А спаивание народов Севера началось еще с начала колонизации русскими этих территорий. И причина была в том, что когда попы обращали их в православие, то во время ритуалов заставляли хлебнуть немного спиртного. К XIX веку проблема употребления алкоголя аборигенами так обеспокоила российское правительство, что Александр I запретил ввозить его коренным жителям Сибири. Но купцы и перекупщики плевали на этот указ и до 1917-го выменивали пушнину на продукты, в том числе водку и спирт. Цитируем этнографа Соколову. До революции спирт и водку на севере аборигенам продавать не разрешалось. В 1920-е годы по настоянию этнографов завоз спирта на север также был запрещен. Сухой закон действовал по 1935. Спирт появился после Великой Отечественной войны. При этом сначала, до середины 50-х, его доставляли в бочках. Позднее, благодаря вмешательству этнографов, только в бутылках. И только к середине 1970-х он был полностью запрещен. Конец цитаты. Вот в этой работе этнограф Соколова подробно рассказывает, как манси делали алкоголиками. При этом знающие люди говорят, что ханты и манси имели одну характерную черту. Водку они пили обычно почти не закусывая. Из этого выходит, что в 50-е советские туристы не видели ничего плохого в том, чтобы доставить спирт в юрту. Для них это была обычная вежливость в дороге, способ не прийти в гости с пустыми руками. Они не понимали, что по отношению к малочисленному народу манси такая практика имела трагические последствия. И никто им не объяснил, что это плохо. Не нашлось ни одного человека, ни одного наставника, который бы сказал им: «Да что же вы творите?» И именно это молчание, общее, социальное, культурное, и стало причиной того, что спаивание манси продолжалось десятилетиями, выдаваясь за обычный жест дружелюбия. Канал Ірини Коновець-Поплавської. Таким образом, мы оставляем дятловцев примерно в 5-8 километрах от Уральского хребта. Первые дни похода ясно показали, на маршрут они вышли в состоянии туристической эйфории. Смех, постановочное фото, легкомыслие, недоделанная палатка, хаос с дежурствами, мелкие обиды, ссоры – все это формировало атмосферу не экспедиции, а затянувшегося молодежного походного карнавала. Сожженные рукавицы и вторая фуфайка Кривонищенко – это прямое свидетельство расхлябанности и потери внимания. По инерции ребята продолжали жить внутри собственного кино. Романтика, песни, бесконечные разговоры о любви. Но в действительности это была уже не легкость, а дезорганизация, прикрытая бодростью. Появились первые признаки усталости и дезориентации. Психологический туман, когда человек вроде бы идет вперед, но перестает по-настоящему думать о маршруте. В этом состоянии Дятлов выглядит не как уверенный руководитель, а как человек, который не может вернуть группу в рабочий походный режим. Отсюда катастрофическая потеря темпа. Вместо положенных 20 плюс километров в день группа преодолевает 10, а иногда и всего 3 километра. К 31 января, всего спустя 3 дня пути, поход, начинавшийся как яркая фотосессия на фоне зимнего Урала, незаметно превратился в испытание. Испытание, к которому они подошли эмоционально истощенными, неорганизованными и уже далекими от того собранного туристического коллектива, которым хотели казаться. Природа попыталась предупредить их мягко. 29 января она подала первый серьезный сигнал: будьте внимательнее, соберитесь, игры закончились. Это был тот самый момент, когда сама обстановка требовала от группы перехода от романтики к дисциплине, но этот сигнал остался неуслышанным. Вместо того, чтобы перестроиться, дятловцы продолжали двигаться вперед в прежнем легком и беспечном темпе, будто все происходящее вокруг по-прежнему было частью их походного приключения, а не предупреждение о том, что дальше ставки будут совсем другими.